Добрый день всем зрителям. Сегодня мы посещаем в городе Кадольсбург замок. Это главный вход с улицы. Видимо, тут было действительно запорное устройство. Старинный фонарь. Да, вот это запорное устройство, чтобы никто не проник. Здесь, видимо, для охраны помещения. Да, тут вот вход на башню. И уже старые домики пошли, фахверковые. Красивая такая улица, атмосферная, как говорят. Это какой-то... Лада Цона. Это какой-то магазин или склад был раньше. И вот там впереди виднеется сам замок. Сейчас пока будет небольшая пауза, пока мы пройдем. В общем-то, паузу зря поставил, потому что здесь довольно все интересно, атмосферно. Ну, взять хотя бы вот этот фонтан, к которому мы сейчас еще вернемся. Меня заинтересовала вот эта вот штука. Входные двери. Видимо, это пекарня. 1947. Довольно красиво сделано. Судя по всему, ковка. Ну а вот это вот верх, он характерен для старых построек. Ну а теперь пройдем дальше к фонтану. Тоже красиво оформлено. Что такое, дочь? Можно я сейчас скажу, пойдем купим мороженое? Мороженое? Давай попозже пойдем. Блин. Сейчас мы в замок можем пропустить этот. Так, там надпись, но ее не видно. А это, по-моему, была раньше ратуша. Ратхаус. Последний. Да, 1674 года постройка. Тоже дом тех времен. Розы до 3-го этажа. Так, ну и вот мы уже приходим к основным главным воротам, можно сказать, замка Кадольсбург. Тут тоже там музей дальше. Очень интересно, атмосферно. Вечером тут тоже очень красиво. И как перед многими достопримечательностями, есть информационная табличка, описывающая все места, можно посмотреть. А здесь у нас стоит такой аппарат, который позволяет из 5-центовой монеты сделать вот такие вот
расплющенные с изображением этого замка. Что, детки, будем делать? Да. Да? Так, у кого есть 5 центов? У меня Один есть. евро у меня есть. Вообще-то. Ну хорошо, доставайте. Для этого нам нужно 1 евро и 5 центов. И потом выбрать изначально, какую картинку будем выбирать. Так, Данил, будешь первым? Мгм. Какую картинку будешь делать? Вот, которая изображена вот здесь, видишь? Вот на круге. Вот изображены 3 картинки. Какую из них будешь выбирать? Вот Тогда нужно эту. сначала покрутить ее. Покрути сначала. Так, ты выбрал башню, да? Башенку. Кстати, эта башня, она находится не здесь, не рядом с этим замком, А где-то в другом месте. немножко в стороне. Потом, наверное, мы ее тоже покажем. Ну все, Так, помещай сюда. закидываю 1 евро. Да. Куда? Вон там, где прорезь. Ага. И 5 центов тоже не забудь. Видишь, там прописано, где 5 центов. Всё, И теперь вот эту штуку давишь туда до конца. Нет, да, вот. вот. Все. И Теперь. теперь крути по часовой стрелке. Оп. Крути, крути. Во. Да, надо силу применить. Так. Опа. 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 О, выдала? Ну-ка, покажи. Приходится в другом режиме снимать монетку, чтобы можно было чуть получше разглядеть. Ну, в общем, интересно выглядит. Как памятная штука. Очень хороший вариант. Судя по всему, здесь были подъемные ворота по этому окантовке. Какие-то фрески сделаны. Точнее, не фрески, это вылито. Так как это мост, соответственно, тут уже высота. Это, наверное, как ров служил. Сейчас это, конечно, уже основательный мост бетонный. Птички летают. Хищные. Да, очень красивая картинка здесь. Из ветра, наверное, будет не слышно. И вот отсюда прям такой вид сквозь проход в сам замок. Так, это проверяют, кто пришел после того, как постучался. Тоже очень массивные стены, запорные устройства. Эх, в темноте. Вон там запорное устройство для ворот. Вот так, о, получилось показать. И это очередная башня. М. Вид из окна посмотреть? Ну давай посмотрим. Так, ну тут Мидглиц от Бургенштрассе. Это все замки, которые находятся поблизости, и не только. Байройт, Майнхайм. 415 километров от Майнхайма до Байройта. И Кадольсбург входит в этот список, да, получается? Вот он, да. Я не вижу это. Вот он, Кадольсбург. Так, ну вид из этого окошка примерно вот такой. Это то, что я искала, похоже. Здесь, видимо, тоже была решетка. Глазами, конечно, смотреть интереснее, красивее. Тут еще одни ворота, похоже.
похожи были. Да, потому что вон там выемка. То есть это уже третий по счету. Это тот Ворота. самый замок? Это тот Да, самый вот впереди замок. который я выбрала. Ага. Кадольсбург. Правильно. Вот, да. Мы отцы. Да, вот он немножко вот так. Оп. И теперь убираем. Вот так вот, все правильно. И башенка рядом А, стоит. башня немножко в другой стороне. Да, башенка. Ну, замок, да, не будем показывать. Вообще история замка начинается с 1200-х годов. Первое упоминание довольно старинный. Ух, какое дерево. Шикарно. Вот не поспоришь. Конечно. Красивая. Да. А вот люди откуда справа сейчас выходят, это сад дворцовый, или как сказать. Там справа сейчас уже современная канайпа, пиво попить, кафешка. А это вот сейчас главный вход. А кот гуляет. И сейчас мы попробуем зайти в этот замок. История довольно интересная у этого замка. Так, вот это вот церковь у нас на фоне. Ну да, конечно, уже много реставрировано. Порядочек наведен. Одно время этот замок лежал в руинах. В 1945 году, в апреле месяце, по-моему, он попал под бомбардировку, и до 1970 он стоял, в принципе, как развалины. И потом Бавария инвестировала в него средства, восстановили. Ну и сейчас внутрь мы зайдем, посмотрим, как все это выглядит. Это вот вход. Здесь можно билеты приобрести. Да, вот касса. И там есть общая информация на окошке. Такие вот интересные при входе штуки стоят. Ну, вообще много чего красивого сооружают в таких местах. Да и в принципе вид красивый. Единственный момент интересный, что обычно, когда ко всем замкам подходишь, ну, к большинству замков, всегда замок находится на возвышении, и к замку всегда мы поднимаемся наверх. Только тут, здесь идет спуск. Понятное дело, что вот этот замок, он стоит сам тоже на скале, и с той стороны там, как сказать, долина, как долина можно назвать, да? То есть там скала, он на скале стоит. Но вот именно тут мы, когда входим, мы спускаемся к нему. А обычно к другим замкам всегда идем на подъем. Сейчас мы приобретем билеты и уже продолжим дальше. Итак, приобрели билеты. Для детей цена бесплатна, для взрослых 8 евро. Здесь на входе есть можно приобрести вот такие вот фигурки рыцарей разных. Лошади, кони. Ага, принцессе. И щит. Щит. Который я уже Шлем. Так, вот такая вот стоит 10 евро. И там магнитики, информация о самом замке. О, даже диск есть. А, это эти песни. Подержи, Сара. О, картина. Так, тут у нас разные изображения.
Кружка интересная. 20 евро. Мгм. Звенит? Да это такая вот... А, погремушка. Нет, это смешной клоун. Смешной клоун. Ага, вот Миттель Антер. Ну что, пойдем уже в замок? Пойдемте в замок. Так, у нас сейчас вот такой вид ожидает. Ну, пошлите. О, а здесь можно посмотреть, как выглядел. Ага. Ну да, тут уже все по-современному. Так, где у нас билетики? Билетики где? Так, возьми. Так, Кинт, бери один. Вот этот вот. Ага, прикладывай сюда. Какой стороной? Любой, Вот любой, вон, видишь, написано. Ага, все, проходи. Так, Кинт второй. Угу, прикладывай. Нет, штрих-кодом. Вон там штрих-код. Угу, проходи. Нет, не взрослых. Угу, инсталляция пушки. Как ее красиво показать. Заряжающее устройство. Тяжело. Там кто-то сидит, Кто-то сидит. потом выстреливаешь, зажигаешь, фитиль, и он выстреливает. Так, теперь у нас тут... А, вот тут у нас есть интерактивная... Подожди, пока не нажимай, я покажу немножко, как он с высоты птичьего полета выглядит. Вот это о чем я говорил, что тут вот у нас есть уже стены, и вот там скала уходит вниз. Зашли мы... Зашли мы вот с этой стороны. Вот тут вот церковь. Вот, а вот здесь вот мы сейчас находимся. Можно Вот в этом месте мы находимся сейчас. Ну, вот такой вот общий вид. Ну, вообще можно, конечно, вот тут еще посмотреть. Так вот моделька замка выглядит. Такая вот инсталляция. Рыцари тут стоят. Пойдем. А, тут вот сюда сначала. Давай вот сюда вот зайдем. Мне кажется, отсюда будет вид красивый. Видно поляну. Там мост. Наверное, надо взять. Так, самолет летает. Наверное, надо здесь взять широким углом. Один хочет убить, другой хочет защитить. Защекотать.
Тут цветочки красивые. Розы. Ну что, вы покажете, какие вы фигурки-то купили? Здесь вот. Здесь? Давай, покажи, ты что выбрал. Я ее туда положила. Вот такого рыцаря. Ну, как-то его так поверни, чтобы было получше видно. Вот так вот. Вот, давай представим, как будто он вот так, смотри, скачет. Вот оттуда. Прикольно. Теперь убирай. Его надо поставить. Давай на пол поставим его. Вот так вот. И И он- приблизь к нему, чтобы типа. А, и принцесса тоже. Нет, так не видно будет. Нет, надо будет Вот так по-другому. вот. Нет, это сильно далеко. Сильно далеко и низко. Привет, принцесса. Привет. Ну все, берите. Принц на коне. Берите. Вот так будет интереснее. Как он проезжает, как-то так вот, наверное. Ну, в общем, ладно. Все, бери. Пойдемте дальше. Да, виды, конечно, красивые. На самом деле. Очередные ворота, уже главные. Так, это уже... Это что за звук лошадей? Это ваши лошадки? И они нас надарили. Это ваши лошадки, что ли? Это звук просто. Мостом. Под мостом скачет? Молодцы, прикольно сделали. А вот. Неожиданно. Ну, короче, там Тоже эти запоры. звуковые аппараты. Динамики. Алис, пошли. Пойдемте. Как нам сказали сейчас на информации, что этот замок, здесь проживали Гогенцоллеры, знаменитые в Германии. Так, вот тут вот эта вот башня, она тоже имеет свое название. Можно я покажу? Это моя башня. Это моя. Вот. Нет, это не твоя. Посмотри, она, видишь, она другого этого. Нет, она другая, посмотри, форма другая. Вот эта вот штука интересная. Просто Смотри. они ее перестроили и все. Вау, а сюда можно Сейчас. забираться. Так, вот мы зашли через этот вход. Здесь, видимо, для дозорных вход в защитную стену. Здесь расположена такая инсталляция. Это аналог современного крана. То есть вот здесь вот мини-версия сделана. Берется А это камень, там пропиливается отверстие. В эти отверстия вставляются вот эти щипцы. да, И потом можно их поднять. Да, примерно вот так вот. и двигать. Здесь уже большой камень. Тоже вот пропиленное отверстие. Тут большая. И эти щипцы, которые поднимают. В общем-то, с помощью такого устройства и строили замки. И в стенах, вот тут, допустим, видно вот эти отверстия, за которые хватались. И под собственным весом просто на этих щипцах он висел. И поднимали. А это была, как можно сказать, столовая большая. Это вот дымоход, труба. И там готовили еду. Интересно, конечно, у них все устроено. Угу. Жаль, конечно, что внутрь нельзя зайти. Там, видимо, какой-то большой зал, потому что видно насквозь на ту сторону. Да. Сейчас я сделаю первое свое строительство. Вот сюда забирались рабочие и просто начинали идти. Ну, как колесо хомяка или белки. Они просто начинали идти. И там накручивался канат. Вон там видно. Здесь он проходит через ролик. Полиспаст, как он называется. И вот здесь он накручивался. И все. А вот здесь вот шли люди рабочие и поднимали таким образом практически любой вес, любого веса камня. Можно крутануть?
Нет, сейчас крутануть не надо. Она не крутится. Она не крутится. Ну да, ее заблокировали, чтобы никто не повредился. Так.